Конец мая был непростым для Никиты. Он окончил 4 класс и сдал первые экзамены. По признанию 11-летнего мальчика, перед итоговыми тестами не особо волновался, ведь его поддерживали мама, певица Татьяна Буланова, и папа, футболист Владислав Радимов. Стильный перец, Никита, какие оценки получил? Я хорошо учусь, поэтому сдал на 5 все, кроме окружающего мира. По нему влепили 4. Но я не расстраиваюсь, там оказались реально сложные задания. Вообще, обожаю физкультуру, особенно занятия на улице. Нелюбимый предмет – музыка. Мы на ней не поем, а пересказываем биографии композиторов. Заметил, ты как раз на этом уроке выходишь в прямые эфиры в Инстаграме. Мама не против? Нет, тоже заглядывает в онлайн, общаемся. Между прочим, она и завела эту страничку. Я там с 4 лет. Дело было так, улетели с друзьями семьи отдыхать на море. Там моя подружка хвасталась профилем в сети, на что мама предложила и мне завести. Быстро согласился, с кем-то из подписчиков общаешься. В основном в друзья добавляются поклонники родителей. Они часто пишут сообщения, спрашивают, как прошел день, оставляют комментарии под постами. Отношусь к этому нейтрально. Главное, чтобы не забывали ставить лайки. Судя по фотографиям, ты часто меняешь прически. Даже в зеленый цвет красился. Сам придумываешь имидж или кого-то копируешь? Нравится стиль песни певца LJ. Мама не против изменений. Спокойно могу попросить записать меня в салон, где и покрасят, и стрижку сделают, как скажу. Комментарий Татьяны, каким Никита только не был, белым, с красными полосками по бокам. Он берет пример со старшего брата. Тот тоже экспериментирует с прической. Честно, прошу его волосы не портить. Но сейчас у ребенка каникулы, пусть красится. Признайся, мамины хиты слушаешь? Такие песни мне не нравятся, она в курсе и не обижается. Потому что оба понимаем, у людей бывают разные предпочтения. Кроме Инстаграма видел твои видео на YouTube? Сам их снимаешь? Делаю обзоры на Майнкрафт. Рублюсь в эту игру с 8 лет. Но сейчас пореже. Свободное время стараюсь проводить с друзьями на улице, играть в футбол. Хоть этот вид спорта разонравился, попинать мяч не откажусь. Чаще всего выступаю на поле, но могу и вратарем побыть. Отцовский завет: с родителями как развлекаетесь? С мамой обычно ходим по паркам и кафе. А с папой в
кино, смотрим триллеры, ужастики. Кто в семье самый строгий? Папа, конечно. Запрещает сидеть в телефоне. Думает, я подолгу там зависаю. Ошибается, максимум 5-6 часов, и то с перерывами. А маму как опишешь? Добрая, мудрая. Обращаюсь к ней за советами. Особенно, когда необходимо одеться по погоде. Из-за частых концертов она редко бывает дома, заниматься хозяйством возможности нет. Поэтому на помощь приходит няня Наташа, которая следит за порядком, ходит на родительские собрания, встречает после уроков. Стараюсь ей помогать. Мою посуду или мусор выбрасываю, тебе дают на карманные расходы? Сейчас уже нет. В семье железное правило: деньги надо заслужить. Получу в школе хорошие отметки, вознаградят. Все заработанное предпочитаю откладывать. На всякий случай. Но могу и купить что-нибудь, например, джинсы с кроссовками. Общаешься со старшим братом Сашей, сын Буланова от предыдущих отношений. Примечание Стархита. По душам, редко. Мы подписаны друг на друга в социальных сетях, обсуждаем там любые вопросы. У него интересная работа, бариста в одном из питерских кафе. Как-то раз пришел к нему в гости и попробовал очень вкусный кофе. Комментарий Татьяны. Мы живем все вместе, дети постоянно на связи. У них разница в возрасте, 14 лет, поэтому мало общих тем для разговоров. Но сыновья всегда друг за друга горой. А ты кем хочешь стать в будущем? Пока не решил, выбираю между блогером и певцом. При первом варианте буду делать обзоры на компьютерные игры, записывать влоги. Во втором возьму пример с кумира. Останется придумать псевдоним. Комментарий Татьяны. Пока о таком говорить рано, я в его годы даже не думала, кем стану. У меня нестандартный сын, он как советский ребенок, мечтает полететь в космос, любит эту тему, с удовольствием смотрит передачи о галактике. Если выберет профессию артиста, противиться не стану. Гены, что поделаешь.